Здравствуйте, уважаемые зрители! Это уже не первые новости от Алматы дискус-центра, а вторые. И это уже становится традицией. Сегодня мы хотим показать вам начало нашего нового проекта, чтобы посоветоваться. Мы верим в коллективный разум. И покажем нересты, которые у нас происходят. Сейчас 2 сентября. Вы видите один из наших аквариумов с красной рыбой. Посмотрите, как рыба реагирует на включение прямого света, казалось бы, бьющего в глаза. А никак, она вообще не беспокоится. Это верный признак дополнения к активному питанию, что рыба здорова. Здесь у нас Yellow White. В прошлый раз они съели всю икру. Теперь мы поставили сетку и видим живую личинку. А здесь у нас произошел расплыв личинки у суперпантеры и туркиса. К ним мы посадили мальков от Blue Diamond'ов. Их было немного, и родители могли не начать их выкармливать. Ну и мы уже начинаем их подкармливать свежевыведенной артемией. Ну а в общем аквариуме продолжают создаваться и тренироваться пары. Это пиджины спотед. А это такой же отец и суперпантера. Уважаемые зрители, представляю вашему вниманию новый проект, как сейчас модно говорить. Значит, в рабочем кабинете на человек так 30 мне разрешили после долгих дебатов поставить аквариум. Но аквариум получился большой. Я решил поставить вот такую стойку на 12 аквариумов, состоящая из 6 секций. Вот хочу вам его показать. С какой целью? Чтобы получить от вас фидбэк, то есть отзывы, что хорошо, что плохо, и рекомендации. Сначала я не хотел показывать. Хотел показать, когда будет уже красиво, все стоять, но вижу, что все долго, и не втерпешь, и рассказать, и поделиться, и спросить. Итак, вот первая секция заполнена. 2 аквариума, наверху фитофильтр и самп. Значит, сейчас покажу поближе. Значит, в нижнем аквариуме стоит насос. Насос Джеба, не Джеба, Джекот или Джебау, на 3500 литров в час. Он должен подавать воду на вот эту высоту. Примерно здесь потолки 3 метра, ну, как минимум на 2,5 он воду гонит. Но опыт показал следующее. Этот насос, он имеет вот такой контроллер, который меняет его подачу воды с 30% до 100%. И сейчас он работает на минимуме. И подать больше воды невозможно. Дальше я объясню почему. Дальше в этом аквариуме вот стоят 2 воздушных распылителя. Здесь в него вода входит. Это циркуляционная вода. И насосом она подается наверх. А вот это аварийный слив, по сути дела. То есть, когда уровень воды повышается,
то из него вытекает. Сейчас мы видим, что система стабильна, ничего не вытекает. А вытекает куда? Прямо в канализацию. Значит, здесь же стоит лампа LED Star, которая вот таким образом может двигаться. Сдвинули, почистили, покормили, все, что нужно, сделали. Отодвинули назад к передней стенке, чтобы рыба была освещена максимально хорошо. Сейчас я встану на лестницу и покажу вам второй этаж и третий этаж. Значит, это аквариум второго этажа. Здесь, в силу того, что самп не очень глубокий, пришлось поставить нагреватели. Здесь у нас электричество. Стоит так, чтобы на него не могла попасть вода. Под листом фанеры и за вот этой стойкой. Вот это кран прихода воды из другой комнаты. Входной кран. Он сейчас перекрыт. Дополнительная вода не поступает. Протока закрыта. Теперь, значит, вот здесь это ввод воды из сампа. Его пришлось сделать вот так по трубе, вот так сюда и здесь еще вот так труба. То есть такая буква П. Это я дальше еще покажу. И значит здесь лишняя вода, соответственно, сливается вниз. То есть здесь идет циркуляция с этого края вот сюда, вниз, в нижний аквариум. Здесь у нас точно так же два распылителя. Думаю, что это нормально. И также есть слив. Идем на третий этаж. На третьем этаже у нас стоит самп. Он уже загружен лавой. Покажу поближе, чтобы не бликовало. Хотя все равно бликует, потому что окна не закрыты шторками. 3 секции, все с лавой. Значит, и дело в чем? Если я увеличиваю мощность насоса, то вода начинает перехлестывать вот эти перегородки. И таким образом вода, минуя лаву, уходит на выход. Ну, а дальше будет совсем переливаться. Это значит, что у нас недостаточный слив. Сейчас я перейду. Вот здесь сливная труба. Мы ее уже обрезали. И тем не менее, она, то есть, полностью погружена в воду. И таким образом работает фактически вся труба, ну почти. И при этом при увеличении она захлебывается. Труба 32-я, как я понимаю, и она очень толстостенная. И внутренний диаметр маловат. Дело в том, что плохие, некрасивые трубы типа канализационных мы применять не хотели, а 50-ки нигде найти не смогли. Если кто-то подскажет, где применяются 50-ки, для которых можно найти фитинги для того, чтобы вот так пройти через стекло и спаять нужную нам систему или склеить, подсказывайте. Я не смог найти. Дальше здесь как сделано? Вот отсюда выходит вода, уходит вниз. В то же время, если мы откроем вот этот кран, то вода, а там закроем, вон там есть кран в конце этой трубы, значит, то пойдет вода в фитофильтр. Здесь будет
керамзит и растения. Здесь вход, вот там выход. Когда мы включим, то этот выход точно так же окажется под водой. Ну и это шаровой кран, соответственно, его можно немножко отрегулировать. То есть не весь поток пустить через фитофильтр. Хотя не знаю, еще не пробовали. Дело в том, что если мы здесь не полностью открываем, и надо туда пустить поток, то и там надо приоткрыть вон тот кран. И сможем ли мы сделать так, чтобы в фитофильтр вода шла, но при этом и шла в обход? Ну, не знаю. Надо пробовать. Значит, в начале вот это вход в самп из насоса, через насос из первого аквариума нижнего. И вода попадает в носок для того, чтобы всю механическую грязь отфильтровать. Больше механических фильтров не предусмотрено. Я думаю, мы поставим еще губочку на вход насоса. И здесь мы либо здесь, мы еще поставим УВ-лампу. УВ-лампу со своей помпочкой. Значит, вот эта труба, это у нас воздух. Воздух, как и вода, приходит из другой комнаты. Я ее тоже вам покажу. Там система водоподготовки. Эта труба проходит под потолком. И к ней будем крепить вот таким вот образом гребенки для подачи воздуха. Дальше воздух идет вот здесь под лаву, для того, чтобы она аэрировалась, и вниз на распылители. Так, значит, я спускаюсь и покажу вам, что здесь у нас с трубами, да? Вот эта труба с краном, это из сампа. Если, минуя фитофильтр, воду надо подать во второй аквариум. Вот здесь она стыкуется с трубой, которая идет из фитофильтра, вот с этой трубой, вот второй кран на трубе, выходящей из фитофильтра. Вот она пошла сюда, и они вместе ушли вот туда. Вода попадает в этот второй аквариум и сливается здесь. Это вы уже видели. Дальше здесь слив аварийный. А нет, это вот этот основной, а вот слив для опустошения этого аквариума. Вот он закрыт. Он более тонкий, 25-й, и уходит тоже в канализацию. Ну вот примерно так, по-моему, все. Значит, здесь у нас стоит пакетник, в котором есть вот контроллер Lakson с расширением OneWire. И вот это его блок питания. Значит, на этот контроллер будет подключен свет, термопары и нагреватели. Также датчики протечки для безопасности. Термопары будут идти в накопительную емкость, одна термопара, и на каждую стойку по одной термопаре. Итого 7 термопар. То есть температура будет поддерживаться не регуляторами от нагревателей, а вот этим лаксоном. Это гораздо надежнее и точнее. А нагреватели будут стоять на максимальную температуру. И если вдруг что-то, не дай бог, с лаксоном, то они ограничат нагрев воды этой температурой, которая выставлена. Ну, она может быть не максимальная, но выше, чем та, которая установлена на лаксоне, чтобы
их регулятор не работал фактически. Теперь идем в подсобное помещение. Вот здесь у нас подсобное помещение. Это котельная, где у нас стоит печка на здании. Вот разводка печки и так далее. Это не важно для нас с вами. Значит, вот здесь водоподготовка. Здесь стоит 4 фильтра. Последний, естественно, уголь. Предпоследний — это мелкопористый фильтр. Там 0,1 что ли микрон. Не помню точно. Значит, дальше, кажется, 100 микрон или что-то такое. И дальше вот этот чисто механический фильтр промываемый. Эти надо заменять периодически, и уголь, естественно, а этот надо промывать. Пока они чистые, потому что мы еще через них прогнали, ну, может быть, 1-2 тонны воды. Дальше отсюда вода поступает по трубам вот в эту емкость. Это емкость, по-моему, на 1,5 куба. Значит, сейчас я встану на лестницу и покажу вам, что внутри. И вот здесь стоит бойлер, вот этот маленький бойлер, он обслуживает эту емкость. Как это работает? В емкости стоит насос, сейчас я вам покажу. Так, ныряем вместе с вами в емкость. Вот там внизу виден насос. Этот насос G-код на 5000 литров в час. И он подает по вот этой трубе воду, и она уходит вот здесь, уходит туда на аквариумы. А после фильтров вода приходит вот через этот кран, который выключает ее подачу с помощью вот этого поплавка. А по другой трубе вода постоянно, не по другой трубе, а по вот этой трубе вода постоянно попадает в бойлер и возвращается из бойлера, при этом нагревается. Когда мы откроем кран в наш аквариум, то вода из вот этого потока пойдет в аквариумы. А так она без расхода просто проходит через бойлер и нагревается. Вот здесь все эти трубы, и вот контроллер от насоса, который позволяет также поменять его мощность. Сейчас он стоит на 40, нет, на 100% он стоит, как я понимаю. Ну-ка, сейчас попробуем увеличить. Нет, не увеличивается. Вот он уменьшается. Да, он стоит на максимуме. Все, естественно, стоит на пакетниках. Соответствует всем правилам техники безопасности. Здесь есть еще один выход, который идет на вот этот насос. Это секретное изобретение. Я про него рассказывать не буду. Оно, как говорю, в мистике не относится. Итак, мы вернулись в кабинет. Перед уходом я включил вот здесь функцию feed. Вот таким вот образом. Вот. При этом насос останавливается, но у нас вода продолжает сливаться, так как труба вот там полная, вода продолжала сливаться. И дело в том, что сейчас в протоке не включено, ничего не включено, притока воды в систему нет. А так как вода сливается
сампа на второй ярус. Вот здесь видно, что она льется. Насос выключен, а она льется. И со второго яруса на первый, то она, соответственно, выливается через вот эту. Сейчас она не выливается, потому что это уже произошло. Видите, сейчас уровень воды вот здесь низкий, и он повышается, потому что вода сверху сливается. Вот до этого он повышался и сливался через эту трубу в канализацию. И количество воды в системе уменьшилось. Потом насос включается, а воды в системе меньше. И мне надо было посмотреть, что уровень не уйдет ниже лавы. Он не ушел ниже лавы. И сейчас, когда я включил насос, он сам включился через 10 минут. Он начал снова качать. Вода из вот этого нижнего аквариума ушла наверх. И здесь уровень понизился. Вот до того уровень был здесь. Теперь уровень в системе вот такой. То есть, в принципе, ничего страшного не произошло, но как-то не очень приятно. То есть, когда будет включена протока, она постепенно вернет уровень назад, до следующего кормления. И в случае аварийного выключения насоса или поломки насоса, тоже ничего страшного не произойдет, вода уйдет в канализацию частично. Так что, в принципе, все работает. Но мне не нравится, что оно работает на нижней мощности насоса. И еще один момент. Дело в том, что вот эти трубы, они не работают в полную мощность. То есть они не наполняются полностью. Если вы посмотрите, то вот здесь на сливе видно, что очень много воздуха идет с трубами, с водой. И также и здесь. То есть, по идее, через эту трубу могло бы литься в 2 раза больше воды. А льется вот так. Может быть, кто-то знает, что с этим сделать? Готов выслушать ваши рекомендации, мысли вслух в комментариях к этому видео. Спасибо большое. Ну а теперь уже 3 сентября, на следующий день. Давайте посмотрим, как себя чувствуют мальки. Все в порядке. Они подросли на артемии отведения маркоброда. Мне кажется, что она мельче, чем та, которую мы использовали раньше, и мальки ее берут с первого кормления. Поэтому хорошо идут в рост, но посмотрим, что будет дальше. Опа, расплыв. Вон они, малючки. Мы решили подкинуть еще 6 малечков от этой пары нашему прореверенному туркису с суперпантеркой. Итак, это все новости на сегодня. Давайте обсудим их в комментариях. Подпишитесь, если еще не подписались. Поставьте лайк, если хотите нас поддержать. И до следующих встреч.